Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами Борис Марсенкевич. И сегодня, к нашей радости, заглянул в гости доктор экономических наук Андрей Александрович Конопляник. Добрый день. Здрасте. В последнее время очень много наши СМИ следят за тем, как идут поставки российского газа в страны Европейского Союза, по трубопроводам оставшимся, по морю в виде СПГ и так далее, и так далее. Но все равно возникает вопрос, насколько это перспективно, насколько это России интересно и может быть ли развитие какое-то с учетом того, что в этом году удалось поставить на сколько процентов больше. И спросить у человека более сведущего, чем у Андрея Александровича, нельзя, потому что он про европейский газовый рынок знает значительно больше, чем можно предположить. Борис Леонидович, вы всегда начинаете с такого количества комплиментов, да, что надо будет им потом соответствовать, но при этом вы, перехваливая меня, не дохваливаете себя. Я могу на это сказать, что ваши каналы, так сказать, ваше знание проблем, в том числе, что называется, по дробям, да, меня, наоборот, приводит в восхищение. Так что мы с вами обменялись, да, за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха, да. Вот. А касательно содержательных, значит, стороны вот той темы, которую вы сказали, действительно, мне кажется, эта дискуссия, она у нас то поднимается, то затухает, причем поднимается в связи там, с очередными заявлениями кого-то, чаще всего из, значит, западных политиков, а затухает по мере того, как, так сказать, происходит напластование других информационных поводов. Но поскольку приближается неизбежно конец этого года, завершение контракта транзитного, все внимание сосредоточено, как правило, в обсуждениях на эту дату. Но мне кажется, да, нужно смотреть на проблему несколько шире, и мы с вами об этом говорили, потому что для меня основная дата не 31 декабря 2024 года. Для меня основная дата – это 27 год. Потому что Европейская комиссия заявила в свое время, после начала специальной военной операции, потом она выпустила политический документ, который называется «Перезагрузи ЕС», Repower European Union. Он вышел сразу же, практически после 24 февраля. Он вышел 8 марта, первая редакция. Вторая редакция вышла 15 мая. Вот краткость срока, да, и детальность проработки мер 8, потому что марта, значит, того же 24 года, одновременно с программой Repower European Union, вышел большой, значит, доклад Международного энергетического агентства из 10 пунктов, как уменьшать зависимость от нашего газа. То есть понятно, что это было заблаговременно подготовленное не только действо, да, но и проработанная программа действий. Да? И там было заявлено, что к 2027 году обнулить все поставки энергоресурсов из Российской Федерации. И разговор вот в этом контексте сегодня, да, сводится к тому, что есть некоторые страны Европейского Союза, которые полностью как бы готовы быть независимыми от российского газа прямо сейчас, здесь и сейчас, учитывая то, что произошел всплеск просто, да, строительства регазификационных терминалов СПГ, хотя даже вот, ну, я посмотрел сегодня, когда к вам сюда ехал, пришел, значит, последний информационный там обзор, что уровень загрузки их снизился до 40%, да, то есть они уже сейчас там есть просто в избытке, да. Вот. Резкий был всплеск строительства регазификационных терминалов, учитывая то, что Европейский Союз давно, еще со времен третьего пакета в 2009 году, проводил комплекс реорганизационных мер на своем энергетическом рынке, которые давали возможность реверсивные поставки на границах между странами, да, сделать нормой жизни. Да? Ну, была юридическая норма, что каждая страна Европейского Союза должна иметь на своем, так сказать, трансграничных, соответственно, переходах, там, где газопроводы пересекают границы этих стран, мощности по физическому реверсу, то есть чтобы газ мог ходить туда и обратно. Поэтому ряд стран, соответственно, они просто имеют возможность для того, чтобы вместо российского газа получать газ, значит, не с востока, а с запада. Но это будет немножко дороже стоить. Как в свое время Трамп в 2017 году, помнится мне, да, приехал в Польшу по дороге на встречу двадцатки, которая была в Гамбурге, и там встречался с Дудой по поводу того, что пришел первый танкер с американским жиженным СПГ в Польшу, мир, дружба, жвачка и так далее и тому подобное. Да? А потом, выходя после пресс-конференции, и нигде не было сказано, просто проскочил кусочек маленький, да, где-то в видеоконференции, где звуковой ряд, соответственно, сохранился, да. И я это дело, соответственно, увидел и услышал. Он, похлопывая Дуду по плечу, говорил: все замечательно, замечательно, замечательно. Говорит: но правда это будет немножко дороже стоить.
Выясняется, что это стоит намного дороже. Поэтому отсюда есть желание сегодня у ряда стран, которые действительно сидят на украинском маршруте, в первую очередь это там Словакия, Австрия, но вместе с ними и другие страны Восточной Европы, которые сидят не на украинском маршруте, а сидят на альтернативном маршруте, на турецком потоке, а потом на Балканском потоке, который, значит, снабжает Сербию, Венгрию. Все эти страны, они тем не менее ищут сегодня альтернативные источники поставок российского газа, потому что они понимают, что до тех пор, пока они члены Европейского Союза, да, они вынуждены, хотят они того или нет, следовать, да, тем юридическим обязательствам, да, которые вносятся сейчас в законодательство Европейского Союза по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. Поэтому, с моей точки зрения, вот этот вот фактор очень важный. Секундочку, вот для зрителей, пожалуйста, зафиксируйте, что бы вы ни читали про то, что Россия нарастила поставки, снизила поставки, вот этот законодательный акт никто не отменял, он будет введен в действие. Там, правда, не указана точная дата, 27-й год, начало, конец, но тем не менее это сейчас запланировано и делается все, чтобы это произошло. Это по поводу перспективности западного направления для нашей страны. Я здесь бы добавил, что, понимаете, здесь не суть важно, когда это произойдет в 2027 году. Даже если это произойдет не в 2027 году, а в 2028 году, вектор обозначен. Поэтому речь сегодня идет о том, что либо вот там хоть тушкой, хоть чучелком, да, но продлить, соответственно, на 25-й, 26-й, может быть, на 27-й год эти поставки, при всем при том, что перспективы в рамках нынешних политических режимов Еврокомиссии, да, на этом рынке у нас ничего нет. То, что Урсулу фон дер Ляйен избрали на второй срок, значит, следующие 5 лет будет эта Еврокомиссия, которая будет даже еще более радикальной. Потому что, ну, если комиссаром по энергоэнергетике в нынешней Еврокомиссии была, соответственно, мисс Тарту 85, да, если мне не изменяет память, да, вот, человек, который не понимал в энергетике ничего от слова совсем, да, и она в этом отношении была, ну, как бы человек, можем сказать, нейтральный, что в нее вложили, то говорила. То Рибейро, который, значит, испанский, значит, министр, значит, экологии, там были, там, что-то такого связанное, вот, Сократом. Чего-то зеленого. Чего-то зеленого, да. То, что она назначена, соответственно, на пост комиссара по, значит, на пост вице-спикера, вице-президента Еврокомиссии, под ней, соответственно, 3 комиссара, в частности, один из энергетики. То, что там она отвечает за 3 направления, в том числе энергетическую повестку, она гораздо более идеологически заточена на то, чтобы следовать этой зеленой повестке, то есть чтобы уходить, соответственно, от органического топлива, в частности, от нашего газа. И комиссар, который там назначен, очередной Йоргенсен, по-моему, какой-то, там их много Йоргенсен, да, на сей раз это мужчина, да, который назначен комиссаром по энергетике, да, он и датчанин. Дания – это страна, которая в Европейском Союзе была впереди планеты всей по так называемым, так сказать, зеленой энергетике, которая, как мы знаем, совершенно не зеленая, когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии. Но это, соответственно, ветер, поскольку там солнца в Дании не так много, но это те возобновляемые источники энергии, которые сегодня в Дании являются чуть ли не нашим всем, да, ну и как в свое время, когда я еще работал, значит, в «Газпром-экспорте», да, значит, наши ребята из аналитического департамента в свое время посчитали, да, у них была прямая корреляционная зависимость. Чем выше доля возобновляемых источников энергии в электроснабжении, тем выше цена для конечных потребителей этой самой электроэнергии. Да? Вот. Поэтому для меня понятно, что будет только ужесточение этой политики. Поэтому речь сегодня, скорее всего, идет о том, что у нас, вот в нашем пространстве, да, или чаще в европейском пространстве, речь идет о том, что вот Словакия, Австрия, которые сегодня зависят от украинского транзита, Австрия так вообще, так сказать, у нее там колеблется на уровне 90% в зависимости от нашего транзита, что типа вот мы их поддерживаем, потому что они проводят, ну если не наиболее пророссийскую политику, да, то наименее антироссийскую политику. Но, с моей точки зрения, это совершенно не так, от слова совсем. Потому что они проводят эту политику по той простой причине, что альтернативные источники поставок, которые у них есть, они существенно более дорогими. Вспоминаем похлопывание Трампа по плечу Дуда, просто это будет немножко дороже стоить. Ну, поскольку вы знаете, что я человек пишущий, да, я достаточно много писал и давно писал, соответственно, о том, что выстраивался достаточно давно на восточной границе Европейского Союза так называемый вертикальный газовый коридор. Это, так сказать, реинкарнация плана товарища Пилсудского, который назывался тогда у него Междуморье. Сейчас это называется инициатива 3 морей. Это военно-экономический коридор, когда создается инфраструктура, значит, на востоке Европейского Союза. Одним из элементов этой инфраструктуры была необходимость создать трубопроводные поставки от регазификационных терминалов СПГ, которые строятся на севере, это Польша, это Литва, это Германия, да, и на юге, это, соответственно, это Греция, это Турция, это Хорватия, для того, чтобы можно было соединить их, соответственно, коридором, выйти в район, где расположены подземные газохранилища Украины, но на словацкой, соответственно, границе, для того, чтобы можно было отсечь наш газ при необходимости, да,
войдя регазификационным терминалом с севера или с юга, соответственно, вот в тот канал газопроводных поставок, то, что мы называем украинский коридор, это наши газопроводы, которые тянутся, соответственно, с Урала, Уренгой, Помар, Ужгород, значит, Прогресс или Союз, который шел с Оренбурга, дальше через Украину, который выходит как раз на Суджу, на Сохрановку, дальше через Украину, и дальше идет основной канал поставок, это, соответственно, на Прикарпатье, на Закарпатье, да, Велки-Капушаны, дальше, соответственно, на Словакию там и так далее, или южное, соответственно, ответвление, которое шло там через Молдавию, дальше, так сказать, через Румынию, Болгарию на Турцию, да, так называемый трансбалканский коридор, да, к которому мы, кстати, еще вернемся. Да. И поэтому получается, что когда мы говорим о том, что Словакия и, соответственно, Австрия, да, они вот зависят, но они проводят наиболее такую политику, вот вроде бы мягкую, да, и вспоминаются слова там Фица, который говорит, так сказать, в более мягких словах, это премьер, значит, Словакии, про, значит, российско-украинский, ну, я не могу называть конфликт, да, про ту войну, которая на Украине, да, или, соответственно, канцлер был такой, значит, которого Курц, которого, соответственно, в результате определенных политических, соответственно, действий оттуда убрали, который был наиболее лоялен к нам, да, вот создается в общественном пространстве, да, что это вот из-за того, что они, значит, более толерантны к нам. И уж тем более Венгрия, Сербия, да, что эти страны, которые вот проводят такую чуть ли не пророссийскую политику, да, поэтому, соответственно, вот обсуждение, что нужно их поддерживать. Но еще раз говорю, при этом все эти страны, ну, как бы я это знаю, потому что слежу за тем, что происходит, все эти страны ищут источники альтернативных поставок, все они рассчитывают на то, что вот, может быть, удастся заместить наш газ азербайджанским. И сейчас основная, так сказать, интересная такая, ну, не могу сказать, что коллизия, да, но основная такая вот детективная почти история о том, как может, соответственно, азербайджанский газ, да, заменить газ российский. Причем это не фантастика, не фантазия, это не домыслы, потому что, ну вот я посмотрел, зайдя на сайт президента Азербайджана, да, два его последних выступления. 6 значит, сентября этого года он выступал на большой конференции в Италии, а 20 июля он выступал на медиафоруме в Шуше. Алиев, да, он очень четкий в этом отношении человек. Он не путает понятия, он не путает термины, да, и это видно, ну, по многим его там другим выступлениям. Он, соответственно, 20 июля очень четко сказал, что к нему обратились, значит, Украина и Европейский Союз для того, чтобы выступить посредником во взаимоотношениях с Россией, для того, чтобы украинский транзит сохранялся. Потому что это нужно для определенных стран Европейского Союза, да, и это нужно для самой Украины. Но самое, с моей точки зрения, для меня интересное было в его выступлении 6 числа, где он сказал совершенно другое. Он сказал, что к нему обратились 3 страны – Россия, Европейский Союз и Украина. Он сказал, что они участвуют сейчас в переговорах в качестве посредника. Слово «переговоры» – это не то же самое, что дискуссия, обсуждение, неформальные консультации, там, ну и так далее. Алиев в этом отношении человек совершенно четкий, да, поэтому если он сказал слово «переговоры», да, то значит это не просто контакты отдельных двух каких-то взятых дипломатов на полях какого-то мероприятия, где вдруг прозвучало слово там «транзит», «Украина» и так далее, корреспондент подслушал какой-то, да, и бросил, соответственно, эту информацию, значит, в прессу. Самое интересное в этой ситуации, ну я человек любознательный достаточно, да, что я вышел на это выступление Алиева после того, как я увидел, что средства массовой информации западные, которых у нас очень часто любят цитировать, как будто они такие вот системы устанавливающие, да, там Reuters, там Bloomberg и так далее. Там речь идет о том, что только лишь 2 страны обращались к Азербайджану. Это, соответственно, европейские институты, да, и Украина. Да, я забыл еще сказать, что 13 июня, то есть еще раньше, да, вот когда Зеленский говорил там про какого-то старого деда, он, видимо, имел вот, эту, соответственно, историю, советник Алиева, советник президента Алиева, к сожалению, я не помню его фамилию, но пусть меня простят, это легко, соответственно, найти в прессе, да, он тоже заявил, это было первое заявление о том, да, что Украина и ЕС обратились к Азербайджану с просьбой быть посредником в том, чтобы транзит через Украину сохранился. И речь шла о том, что если этого транзита не будет, то будут большие проблемы для Украины. Я готов потом объяснить, что это будут за проблемы для Украины. Правда, он тогда еще, советник, об этом сказал первый раз, Алиев потом об этом сказал второй раз, да, они сказали такую вещь, что попытки, соответственно, предложить еще, так сказать, альтернативные пути, значит, доставки газа в Европейский Союз, минуя, соответственно, Украину, под это, так сказать, не выделяется ни финансирование Европейский Союз, так сказать, ни что-то, так сказать, то, что могло бы вот эту
эту заинтересованность Европейского Союза в наращивании поставок азербайджанского газа в Европейский Союз, минуя территорию Украины, что является инвестиционным проектом, да, обеспечить либо там деньгами, либо заключать долгосрочные контракты и так далее. То есть речь идет о том, что сейчас вот такое напластование разнообразной, иногда противоречивой информации возникло, которая, как мне кажется, именно делает актуальным вот этот наш разговор, потому что из поля зрения, как правило, выпадает 27-й год, а с моей точки зрения это ключевое. В поле зрения попадает неправильный, с моей точки зрения, тезис, что вот эти 4 страны, они наиболее просоветские, пророссийские, да, поэтому нужно их поддерживать и так далее. То есть почему они это хотят наш газ? А они хотят наш газ, потому что он сегодня дешевле, чем альтернативные, соответственно, возможности. Да? Третий сюжет, это связано с Азербайджаном. Да? Каким образом азербайджанский газ может, соответственно, прийти в ЕС, если он туда может прийти, да, через российскую территорию, через, значит, территорию, естественно, там Грузия, Турция и дальше, либо реверсом трансбалканского трубопровода, либо продолжая, расширяя мощности так называемого трансадриатического трубопровода, да, который идет дальше через Грецию, от Турции, через Грецию, через Албанию в Бриндизи, вот в сапожок, да, Италии, попадает туда, в итальянскую газотранспортную систему, откуда он может, соответственно, попасть уже, значит, в Австрию, там, ну и так далее. Да? То есть все альтернативные пути, да? Насколько они вообще возможны и реализуемы. И тогда, получается, суммируя, да, все это, я вижу здесь как минимум 3 среза проблемы, да, которые можно рассматривать. Первый срез технический, вот вопрос, о которых мы с вами говорили, да. Есть ли какие-то возможности технические протолкнуть эти молекулы, либо, соответственно, там азербайджанские, либо там казахстанские, да, потому что, выступая в конце августа, сначала, значит, вот Зеленский, нелегитимный президент Украины, да, сказал, что все, с транзитом, соответственно, украинского газа, то есть российского газа покончено, никакого газа не будет, но если обратятся к нам европейские коллеги, мы готовы эти вопросы рассматривать. И 30-го, значит, его, значит, советник там офиса, значит, президента Подоляк, известный, да, значит, он более конкретно сказал, значит, о том, что да, мы готовы рассматривать там азербайджанский газ, казахский газ, главное, не российский газ, да, вот это мы, значит, мы готовы это рассматривать, да. То есть получается здесь первый, значит, аспект – это техническая сторона проблемы. Второй момент – нужно четко понимать, что есть техническая сторона вопроса, а есть контрактная сторона вопроса или юридическая сторона вопроса. То есть российская молекула, она может прокачивать через историю, значит, Украины, будучи российской по происхождению, но под флагом другой страны. Вот как наши там спортсмены, скажем, выступают на Олимпиадах на последних, да, под нейтральным флагом. Смена спортивного гражданства. Смена спортивного гражданства. Смена газового гражданства. Да, то есть заключается, условно говоря, там договор, там какие-то мы либо сделки, можем об этом отдельно поговорить, да, и уже под другим флагом, да, право собственности на этот газ уже принадлежит другой стране, газ становится уже не российским с точки зрения контрактных отношений. Вот это тоже нужно понимать. Техническая сторона вопроса и контрактная сторона вопроса. И, наконец, мне кажется, важно ввести все-таки в оборот то, что не вводится пока до настоящего времени нигде, от слова совсем, в личном пространстве. Это нравственная сторона вопроса. И мне кажется, это очень важно. Особенно сейчас, с учетом вот обострения всех военных действий, с учетом того, что украинские войска вошли в Суджу, да, там, ну, украинские специалисты там присутствовали всегда, да, потому что это пункт, соответственно, для заключения межоператорского соглашения, да, где, соответственно, все специалисты и те, и другие. Контроль за измерительными приборами. Контроль измерительский прибор, да, поэтому доверяй, но проверяй, поэтому всегда, что у нас велки-капушаны, сидят ребята, соответственно, из нашего «Газпроэкспорта», так и здесь, соответственно, сидели ребята из из этого самого, из оператора газотранспортной системы Украины, да. Вот. Но нравственная сторона вопроса, что в условиях, когда, ну, были военные действия, де-факто была война, ну, называем вещи своими именами. Сегодня идет война стран НАТО, да, с участием Украины на территории Украины, а теперь уже и на территории России против моей страны, против нашей страны, да? В этих условиях рассуждать о том, как нужно не продлить существующий контракт. Для того, чтобы продлить существующий контракт, нужно все равно провести переговоры, да? Потому что он не может автоматически продлеваться. В тех документах, которые были подписаны в 2019 году, как сейчас помнится мне, 19 и 20 декабря, Минский и Берлинский протокол, который был подписан 3 государствами, точнее, от имени этих государств, он был подписан 3 их официальными представителями: от Европейского Союза, от Украины и от России, при участии хозяйствующих субъектов, Нафтогаза Украины, значит, оператора газотранспортной системы Украины и Газпрома.
Ну, 2 представителя от Украины, потому что там разделено, да, значит, добыча, да, и транспортировка. А у нас знаменитый анбандлинг. знаменитый анбандлинг, да. А почему на Украине он разделен, тоже, значит, надо сказать, что Украина, значит, является членом так называемого энергетического сообщества, не путать с договором к энергохартии, да. Энергетическое сообщество – это заключенный в 2006 году договор между Европейским Союзом и странами, в основном Юго-Восточной Европы, но он был открыт для, соответственно, расширения, поэтому к нему присоединились Молдавия и Украина. И с 2011 года Украина, как и все другие страны европейского вот этого энергетического сообщества, извините, да, не входящие в ЕС, не являясь членами Европейского Союза, применяют на своей территории конкурентное и энергетическое законодательство Европейского Союза, то есть принцип анбандлинга, то есть разделение, что не может добывающая компания владеть инфраструктурой. Вот у нас этого правила нет, да, поэтому у нас «Газпром», он и один из все-таки ключевой, да, значит, ключевая по добыче компания, вот, и собственник инфраструктуры, что установлено законом, соответственно, газоснабжения там и так далее, да. Собственник единой системы газоснабжения, которая все равно будет использована, если договариваться с Азербайджаном о том, что уренгойский газ меняет гражданство. Поэтому тогда, да, там было 2 хозяйствующих субъекта с украинской стороны, один, соответственно, с российской. Тогда, я имею в виду, в 2019 году, когда подписывался 5-летний контракт. И в этом же тогда соглашении там было сказано, что стороны, когда контракт закончится, да, проведут, да, то есть будут настроены на то, чтобы провести дальнейшие переговоры о продлении, да, или о аналогичной, соответственно, схеме использования ее на следующие регуляторные периоды там, вот, оператора газотранспортной системы Украины там, до, там, на следующий, де-факто, 10-летний период, до 1934 года. То есть в любом случае автоматически, да, ничего не произойдет. Нужно вступать в новые договорные отношения. Ну, мало того, что на Украине запретили вообще какие-либо договорные отношения с россиянами, да, но вот это обсуждение означает, что нельзя будет в них не вступить, потому что, во-первых, межоператорское соглашение 2 операторов газотранспортной системы, оно должно быть заключено в любом случае. Поэтому между этими хозяйствующими субъектами должны будут проведены определенные переговоры. И плюс к этому, если что-то идет через территорию Российской Федерации, да, то замещающие там, или какие-то другие поставки, о чем сейчас можем поговорить, все равно будут требовать сюда вовлечения, да, в частности, и российской стороны. Но для меня, да, возникает вопрос, да, вести речь с воюющей с нами стороной о транзите через территорию этой страны газа российского происхождения, неважно под каким флагом, и транзит этот вести на территорию тех государств, которые являются частью объединения. Европейский Союз пока еще не распался. Хотя мы можем поговорить о его перспективах, да, вот, сохранится он или нет, да. Может быть, на его обломках организуется новая там мини-Австро-Венгерская империя, да, и тогда, соответственно, возможно, да, там какие-то другие всякие разные варианты. Но пока все эти страны входят в Европейский Союз, который проводит все ужесточающуюся политику, да, и де-факто является частью НАТО, все эти страны являются частью НАТО, они являются частью этой войны, да, против моей страны, то насколько это нравственно, да, вести сегодня разговор о транзите через территорию одной воюющей страны на территорию других воюющих государств, да, в перспективе, да, вот эти новые соглашения, договариваться с ними и так далее. Ну, я не буду проводить аналогии, там, скажем, с 1941 годом, да, хотя, ну, мы знаем из истории, что когда, значит, гитлеровские самолеты бомбили, значит, мою страну, да, Советский Союз, я родился в Советском Союзе, да, вот, в это время эшелоны еще, тем не менее, выполняя контрактные обязательства с поставками, соответственно, шли в ту же самую Германию, ну, правда, ограниченное количество времени, но тем не менее, да. Поэтому эта нравственная сторона вопроса, с моей точки зрения, она точно важна. Поэтому вот вы эту тему задали, мне показалось, что я вот в качестве рамки, да, вижу здесь следующую вещь. Понимание, что речь идет о том, что это 26-27 год. То есть мы об этом промежутке говорим, да? То есть речь идет всего лишь о вот 2-летнем периоде. Второе, что это поддержание тех государств, которые сегодня получают наш вот этот газ по украинскому или по, значит, турецкому потоку, да, по украинскому коридору или по турецкому балканскому потоку, да, которые проводят наименее антироссийскую политику, но они проводят ее не потому, что она пророссийская, она прословацкая, проавстрийская, просербская, провенгерская, да, и они фактически тем самым готовят для себя более плавный переход, да, к тому, что состоится в 27 году или сразу после 27 года. Вот у меня тут вышла пара статей на эту тему, где я просто, соответственно, написал, что для меня это некая аналогия с Минскими соглашениями.
что это нужно просто как вот такой вот демпирующий механизм для облегчения вот этой для них финансовой нагрузки. Почему? Потому что, ну, мы с вами дали говорить, что можно поставлять, соответственно, СПГ с запада на восток, да, или в случае Словакии там с севера на юг. Значит, он действительно обходится существенно дороже, чем, соответственно, российский газ. И именно этим вызвано то, что две страны, например, Словакия и Австрия, которые имеют технические возможности заместить наш газ, а с учетом того, что жестко идет политика в Европейском Союзе на уменьшение потребления и за счет деиндустриализации, и за счет того, что все-таки работает мера по повышению эффективности использования энергии, да, за счет того, что идет принудительный переход на зеленую, так сказать, энергетику и так далее и подобное, то есть все это говорит о том, что идет постепенное сжатие, да, спроса на газ. Поэтому с этой точки зрения, даже если сегодня не будет сразу достигнут баланс, да, между сокращением импорта из России и альтернативными поставками, которые могут прийти через вот эти вот регазификационные терминалы, потому что инфраструктура создана для того, чтобы можно было в обратном направлении поставлять газ, что из Германии в Чехию и дальше через Чехию, соответственно, в Словакию, оттуда, соответственно, в Австрию. И более того, такие поставки уже изначально были в 2023 году. Но выяснилась очень интересная вещь, что это оказалось намного дороже не потому, что просто издержки вот, да, доставки до регистрационного терминала в Германии были выше, чем издержки, скажем, нашей доставки с востока на запад. То есть цена отсечения, да, которая вот издержки плюс, да, у нашего газа была ниже, у СПГ была выше. Плюс к этому что сделала Германия? Она сделала очень интересную вещь. Они пыталась это сделать, кстати, Италия, да? Поскольку после начала специальной военной операции, естественно, началась паника на рынке, да, и, естественно, цены взлетели в 10 раз. И вот на волне, соответственно, этой паники, взлетевших, соответственно, цен, Еврокомиссия приняла жесткое, соответственно, решение о том, что до конца года, до начала отопительного сезона, до 1 января, все должны быть подземные газохранилища заполнены там тогда на 80%, с нынешнего года на 90%. И получилось, что страны стали закупать, да, этот газ в подземные газохранилища по максимально высоким ценам. В режиме пылесоса выбрали все, что могли, в том числе украв поставки в Индию, все что угодно. Все, что можно, да? Что произошло дальше? Дальше, естественно, цены снизились, да, когда немножко вот поняли, что каким-то образом все эта ситуация рассасывается, да, и сейчас думают, каким образом можно было компенсировать, да, вот эти дополнительные расходы, которые легли на страну, когда она, а поскольку там, значит, были де-факто аннексированы, да, или экспроприированы, да, активы «Газпрома», в частности, компания «Газпром Германия», которая там владела, да, в частности, мощностями в подземных газохранилищах, там, в Регене, там, и так далее, в крупнейших газохранилищах, там, и в Австрии, так сказать, и в Германии, да, это все легло на правительство, да, то есть это были все государственные деньги. То есть сейчас в подземных хранилищах продолжает лежать очень дорогой газ, который надо хоть как-то... Правильно. И вот когда кому-то... И вот когда задача встала о том, что когда Австрия собралась, соответственно, уйти от российского газа, да, и закупить газ германский, что сделали немцы? Они тут же ввели, ну, его можно назвать по-разному, да, можно назвать налогом, можно назвать сбором, они ввели специальный такой сбор на именно прокачку газа, который забирается якобы из подземных газохранилищ, да, тут дорогой, да, в другом направлении. То есть они добавили тем самым, да, к разнице цен между ценой СПГ на регистрационном терминале, да, и ценой нашего газа, да, который пересекает границу, да, они добавили еще вот к этому регазифицированному, значит, преимущественно американскому СПГ, добавили еще со своей стороны, да, дополнительную налоговую нагрузку для того, чтобы компенсировать свои затраты в 2022 году. И дело дошло до разборок в Еврокомиссии, то есть там Австрия выступила с мощными, так сказать, значит, возражениями. То же самое пыталась сделать Италия, но увидев глубину разборки, значит, которая была с Германией, значит, это дело отказалось. То есть идея-то такая была. То есть вот это более дорогое, то есть наличие газа есть, инфраструктура, соответственно, есть, но он оказывается более дорогим, потому что в данном случае никакой тогда уже евросолидарности, о которой много говорят в Европе, да, там Лиссабонский протокол там, и так далее, уже речи не идет. Потому что как только страна сталкивается с тем, что затрагиваются ее прагматические экономические интересы, она начинает работать, исходя из этих интересов. Как, например, Венгрия, Хорватия, Словакия, Австрия покупают, соответственно, наш российский газ, потому что этот газ для них сегодня, соответственно, дешевле, да,
И есть возможности альтернативные, да, отчасти, соответственно, получать эти поставки, соответственно, по другим каналам, но они предпочитают именно вот этот вот путь, да, обращение к российскому газу. В то же время, соответственно, ищут вот возможности получения газа азербайджанского. Кстати, со Словакией, да, я не договорил. Значит, Словакия тоже имеет возможность получить газ, вот это регазифицированный СПГ. Но не только, скажем, германский, да, через обратным потоком из Германии через Чехию на Словакию, а с регазификационных терминалов в Польше и в Литве. Потому что в рамках вот этой ассоциации, значит, инициативы трех морей, то есть вот реинкарнации, значит, плана Бжезинского, были построены трубопроводы, интерконнекторы, которые соединили терминал литовский в Клайпеде, да, трубопроводом Польша-Литва, а терминалы, соответственно, значит, в Свиноустье и тот терминал, который, соответственно, сейчас развивается в Гданьске, да, польскую систему со словацкой. То есть есть возможность с этих терминалов ввести, значит, газ с севера на юг. И более того, значит, в июне прошлого года был закончен интерконнектор Польши-Словакии, который врезается вот в этот наш так называемый украинский коридор, да, в систему наших газовых поставок, которая была еще в 60-е годы построена, да, для поставок советского газа в Европу. Значит, мы с вами знаем, мы с вами помним, мы с вами знаем, да, что, значит, первые поставки были в 68 году, да, в страны Европейского Союза. В 67-м пришли в Чехословакию, да, а в 68-м они пришли в Австрию, да. Вот эта система, которая с тех пор выстраивалась и расширялась для поставок советского, а потом российского газа с востока на запад, да, это действующая система. Вот в нее врезался за Велки-Капушаны, за украинско-словацкой границей в эту трубу, да, интерконнектор Польша-Словакия, по которому можно, да, отсекается, если российский газ, поставляется, соответственно, с терминалов в Литве, в Польше, регазифицированный СПГ в Словакию. Но он, естественно, тоже будет существенно дороже, да, чем украинский газ, поэтому Словакия, естественно, она хочет, насколько это возможно, долго получать газ, соответственно, российский. Пару слов по поводу Словакии. Там понимают, что такое регазифицированный газ. 2 недели назад начался сбор подписей, инициируют законодательную инициативу не отказываться от российского газа. Это население, это вот та часть населения, которая еще о чем-то помнит. И еще один момент. Если говорить о прокачке с севера на юг, то для того, чтобы как-то демпфировать дискретность поставок СПГ, мы не ждем 2 недели, пока придет очередной танкер-газовоз, у нас должна быть емкость. Емкость планировалась, собственно говоря, Львовской области, там более чем достаточно, но последние, наверное, месяца 4 разговоры об этом как-то прекратились. Видимо, какие-то технические проблемы, что-то там беспокоит. И еще один момент. Вот помимо СПГ, в Польшу ведь пришел газ из Северного моря. Знаменитый Baltic Pipe через Данию и так далее. Он тоже может поступать на юг? Это да, естественно. Потому что все это идет в единую систему. Ведь после, значит, я потом вернусь к тому, что вы сказали про подземное газохранилище. Я не успел об этом договорить, про вот западноукраинский, а это очень важный, значит, компонент. Но теперь, значит, отвечая про норвежский газ. Ведь что такое, значит, 2009 год, так называемый третий энергетический пакет, да, Европейского Союза? В Европейском Союзе проводилась либерализация их газового рынка или реорганизация их, реструктуризация газового рынка таким образом, да, что если поначалу соединялись производители и потребители системы линейных трубопроводов, да, и это были линейные поставки, то в какой-то момент, когда они достаточно широко диверсифицированы, да, решили поменять систему организации рынка и организовали по принципу бассейна. То есть есть единая система газоснабжения страны, да, диверсифицированная, и есть, соответственно, трубы, по которым газ вливается, да, ну, по аналогии, да, газ-вода, да, газ не вливается, да, но тем не менее, по которым вода вливается, да. Для чего были нужны вот эти самые реверсные мощности, физические реверсные мощности на каждом пункте пересечения границы и так далее. Поэтому, естественно, когда попадает в систему, да, газ норвежский, да, который тоже оказывается несколько дороже, потому что газ одного отдельно взятого месторождения всегда оказывается дороже, чем газ, поступающий из системы. Уникальность наших поставок в Европу заключается в том, что у нас идет газ отдельных месторождений, который поступает в единую систему газоснабжения, да, и из нее потом этот газ, да, поступает уже через транзитную украинскую систему. К сожалению, она тоже уже перестала быть вот этими отдельными линейными коридорами, потому что к нашим транспортным
артериям основным, к нашим значит, экспортным газопроводам, вот Уренгой, Помар, Ужгород, Прогресс, там, Союз и так далее, уже достаточно много произошло узаконенных врезок, да, по которым, соответственно, снабжаются территории по трассе газопровода. Ну, коль скоро... Я просто для наглядности, почему норвежский газ оказывается дороже. Если помните те времена, когда проблем с Украиной, с Евросоюзом было меньше, ремонт на каком-то отдельном нашем участке означал, что все остальные продолжают работать. Абсолютно. Вот сейчас сентябрь, традиционно в это время в Норвегии начинается ремонт на месторождении, планово-предупредительные какие-то работы, и поставок нет вообще. Абсолютно. Вы абсолютно правы, потому что это очень важный элемент, который влияет на надежность, бесперебойность поставок. Вы говорили про бесперебойность, надежность СПГ, да, сейчас вот про сетевой газ, вы абсолютно правы. Когда мы говорим о системе поставок через единую систему газоснабжения, это все, естественно, демпфируется. Плюс к этому, поскольку у нас есть достаточно большие объемы подземных газохранилищ, самые большие, соответственно, вот на этом, соответственно, континенте евразийском, да, оставляем в стороне, соответственно, Соединенные Штаты Америки, да, то, естественно, есть возможность там в случае войны, пожара, наводнения, не дай бог, каких-то стихийных бедствий, да, демпфировать не только за счет перетоков изнутри системы, да, но и за счет отбора из подземных газохранилищ. Когда вы поставляете газ из отдельного месторождения, вы абсолютно правы. Это касается не только Норвегии, это касается будущих поставок из Азербайджана и нынешних поставок из Азербайджана. Никогда поставки из одного отдельного взятого месторождения не могут быть более надежными, да, чем поставки, соответственно, из системы. Поэтому с этой точки зрения, то, что там есть терминалы СПГ, то, что там есть норвежский газ и так далее, да, но они закрыли Ямал-Европу, да, и они тем самым, ну, в любом случае, да, променяли, условно говоря, там не буду говорить шило на мыло, да, это было политическое решение, закрытие Ямал-Европы, да, но они от варианта более надежного ушли на вариант, так сказать, менее надежный. Но вы правильно сказали, что когда есть дискретные поставки, значит, СПГ, да, для того, чтобы, соответственно, провести перезагрузку танкера, да, там отход, подход, да, там, ну, цикл, в принципе, 2 недели, да. Значит, нужно на это время то есть это поставки импульсные. А поставки по газопроводу, да, по трубе, это поставки постоянные. Причем следует понимать, что уровень поставок контрактно, да, он определяется заявкой потребителя. То есть колебания идут не от того, что может или не может, хочет или не хочет поставщик, да, а от того, сколько заявляет, соответственно, потребитель. А в случае, когда, соответственно, у вас идет, значит, регазификация, да, вы что делаете? У вас очень небольшие мощности по хранению на регазификационном терминале. Вы должны опустошить полностью танкер и протолкнуть, соответственно, это дело в систему, да? А потребитель 2 недели сидеть и ждать следующего судна не желает. Значит, для этого что нужно? Вот чем, соответственно, опять-таки, я об этом довольно много писал, ну, не буду говорить, так сказать, в качестве рекламы, скажу об этом один раз. Значит, ну, я человек пишущий, да, но у меня есть мой сайт, где все эти работы висят, да, www.konopля.ru, там эти можно работы посмотреть, там по названиям они есть. И вот вопросы вот этому, в частности, американский СПГ через инициативу 3 морей, через реинкарнацию Междуморья, проекта Пилсудского, я писал довольно много. Ведь основная там была идея, здесь мы сейчас уже уходим в военно-политические дела. Основная была идея какая? Что демпфером здесь, вот этим буфером, да, будут не, собственно, подземные газохранилища где-нибудь там, скажем, на территории Польши. Там есть на юго-востоке территории Польши, там, где проходит вот этот вот интерконнектор Польша-Словакия, мощности примерно там, ну, на 1 миллиард кубических метров. Но в Западной Украине, крупнейшие в Европе, ну, за исключением, значит, территории вот, Российской Федерации, да, крупнейшие в Европе, за пределами России, иначе говоря, да, подземные хранилища газа. В Украине всего там их порядка, там, ну, изначально там была проектная мощность где-то примерно 32, сейчас там, ну, скажем, 28, но 15 из них это вот здесь, вот, соответственно, в Западной Украине. Та самая Львовская область. И тогда совершенно, вот я об этом говорил много раз, и тогда совершенно другой акцент для меня приобретают разговоры о восточных кресах и обо всем остальном. То есть Европейскому Союзу в данном случае, мне кажется, понимая, какой будет исход войны на Украине, да, для меня совершенно очевидно, ну, я здесь 2 слова скажу, да, для меня совершенно очевидны следующие 2 вещи. Когда 24 февраля, значит, 2022 года наш президент, он же Верховный Главнокомандующий, сказал, что у нас стоят 2 цели, да, денацификация и, соответственно, демилитаризация. С демилитаризацией понятно, а с денацификацией я задаю сам себе вопрос. Это мои личные, так сказать, размышления, которые никому не навязываю, да. Я знаю 3 истории, значит, 3 истории в истории, 3 случая в истории, значит, вот, человечества, да, или, значит, мирового сообщества, по крайней мере, со второй половины прошлого века, когда производилась денацификация. Это 2 Германии, восточная и западная, и Япония. И я вижу, да, что денацификация проводилась, да, только под, соответственно, при наличии оккупационных войск, да, на территории, да. Почему? Что такое денацификация?
Денацификация – это нужно перевоспитать как минимум 2 поколения живущих сейчас, которые, начиная с 90-х годов, на Украине воспитывались, соответственно, в антироссийском духе. И воспитать, соответственно, 2 новых поколения. То есть воспитывать нужно начиная с детского сада. Даже не с детского сада, вот пока ребенок лишь поперек лавки, то есть с семьи, с родителей. То есть пока не вырастет новое поколение тех, которые не будут воспитаны, да, то есть которые не будут носителями антироссийской вот этой вот ментальности, да, значит, мы денацификацию оттуда не выбьем. Я не буду вдаваться в историю, так сказать, как, соответственно, влиять бандеровцам и так далее, через там хрущевские все вот эти вот амнистии 50-х годов. Оставим, да. То есть я понимаю, что в этой ситуации и на Западе есть понимание, что вот эта вот война, она должна закончиться на западной границе Украины, где бы эта граница не проходила. И отсюда, соответственно, возникает естественная территориальная претензия с той стороны, отсюда вот восточные крессы, но это не только политическое, а для меня это в первую очередь экономическая подоснова этого, чтобы вот Закарпатье оказалось Польша, чтобы был контроль над подземными газохранилищами. У Венгрии там свои интересы, свои претензии, там, у Румынии, у Словакии, то есть что-то там каждой этой стране достанется. Но главное в восточных крессах, да, это подземное газохранилище. Да. Сегодня они работают, с 2017 года, они работают в режиме таможенного склада. Потому что, соответственно, с 2011 года, как мы с вами говорили, да, это применение законодательства Европейского Союза, поэтому с 2017 года они работают в режиме таможенного склада. Значит, мой коллега в свое время, соответственно, по Еврокомиссии, с кем мне много приходилось здесь, значит, общаться, поскольку у нас до конца марта 2022 года мы сохранили вот процесс такой неформальной консультации между газовыми экспортами России и, соответственно, газовыми экспортами Европейского Союза, где возглавлял их с той стороны, значит, замгендиректора директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхард, который считал одним из своих, он в 2020 году ушел на пенсию, который считал одним из своих основных, соответственно, достижений на этом посту тем, что он смог сделать так, чтобы на западной границе Украины со всеми, соответственно, соседними странами, Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, были созданы и стали действовать реверсные мощности, да, чтобы газ можно было туда и обратно, да, ну понятно, там делается обвязка там определенная и так далее. Именно физически, не финансово. Именно физически. И это дало возможность европейским трейдерам, да, газовым трейдерам, хранить свой газ, закачивая его, поскольку там это граница-то рядом, да, хранить его, соответственно, в подземных газохранилищах Украины. И это является в концепции вот, инициативы трех морей очень важным элементом еще влияния на конъюнктуру цен на газ в Центральной и Восточной Европе. Почему? Потому что крупнейшим газораспределительным узлом на украинском коридоре, который выходит из Украины, идет на территорию Словакии, является пункт Баумгартен на словацко-австрийской границе, где потоки российского газа всегда раздваивались. Часть потока шла, значит, через Чехию на Германию, Францию, туда и дальше, да, а часть, соответственно, шла через Австрию по трубопроводу ТАК, известный такой транзитный трубопровод как раз для российского газа, на Италию, на Торвизию и дальше, соответственно, кстати, я оговорился, когда я говорил, что ТАП, трансадриатический трубопровод, он входит в сапожок Италии, я сказал, по-моему, оговорил, что там Торвизио, а там порт Бриндизи, да? Бриндизи. А Торвизия это на австрийско-итальянской границе. Западнее, значит. Да. Поэтому с этой точки зрения, да, когда мы говорим о том, что вот эти подземные газохранилища, они нужны для того, чтобы можно было влиять на ценовую конъюнктуру центральноевропейского газового хаба, который расположен как раз именно вот в Баумгартене. Потому что очень короткое плечо доставки. Тем более при такой емкости, да, которая превышает Баумгартен. Поэтому это очень мощный фактор влияния на конъюнктуру. То есть не только демпфирование дискретных поставок, перерывов в этих дискретных поставках СПГ, да, это очень мощный фактор влияния на газовую конъюнктуру. Я бы сказал так, где-то я, по-моему, даже об этом сказал, что кто контролирует эти подземные газохранилища, да, в рамках единого пространства, да, тот де-факто контролирует конъюнктуру в Баумгартене. И поскольку, соответственно, поставки основные нацеленные на Клайпеду и на значит, Польшу, это поставки в значительной степени, так изначально замышлялось, американского СПГ, со всей вот этой волной американского СПГ, который является результатом американской сланцевой революции, но это другая тоже, соответственно, тема, да, то я в этом вижу, да, опять-таки, вот очередной элемент американской политики на европейском континенте. Но вы очень верно, правильно сказали, что вот то, что я не успел сказать, что вот этот момент про подземное газохранилище, да, этот момент очень существенный, он является ключевым. И поэтому, с моей точки зрения, да, конечно, вот завершение войны, да, на западной границе, я не сомневаюсь в том, что может завершиться она только одним образом, да, это должна быть полная капитуляция, да, которая должна будет привести к тому, чтобы шло долгое, тяжелое,
дорогостоящее, да, перевоспитание, да, нынешнего поколения украинских граждан, которые воспитаны, соответственно, с детских лет в антироссийском настроении. Ну, не зря, понимаете, там, Моисей, говорят, водил там 40 лет евреев по пустыне, да, чтобы умерли последние из тех, кто помнили рабство. И я только какое-то время тому назад, ну, достаточно давно, правда, уже, вдруг понял, да, почему 40 лет, да, потому что время, средний срок жизни был примерно 20 лет, да, то есть вот те самые два поколения. Так вот, у нас стоит задача про 4 поколения. 2 нынешних поколения перевоспитать, или чтобы они ушли, извините, да, и 2 новых поколения начать воспитывать. Это можно делать только тогда, когда вы контролируете территорию не обязательно физически, не обязательно оккупационными войсками, да. Но это не может делать новое правительство, да, которое, соответственно, де-факто будет состоять из тех же, соответственно, людей. Как там Иосиф Виссарионович говорил, там, ну, у меня нет лица других писателей, у меня нет лица другого народа, да. Поэтому я это дело прекрасно, так сказать, для себя понимаю. И поэтому я понимаю, что вот украинские подземные газохранилища, это вот Восточный Крест, это де-факто подготовка к капитуляции Украины таким образом, да, что вот эта вся концепция расширения НАТО на восток, она, тем не менее, соответственно, сохранилась. Потому что вот этот газотранспортный коридор, он является частью военно-транспортного коридора. Там вся инфраструктура, да, там с телекоммуникации, дороги, там железные дороги и так далее. Это, так сказать, возможность переброски войск, да, с востока на запад. И в частности, в этот же коридор входит та самая инфраструктура, в частности, и газотранспортная. Это вот когда мы говорим про ассоциацию, соответственно, трех морей. И, соответственно, когда вы слышите, что Польшу интересует Восточные Кресы по историческим причинам, какая-то там историческая боль у них за вот эту область и так далее, на самом деле интерес совершенно меркантильный. Да. С моей точки зрения так, да. И он хоть как-то будет оправдывать все те инвестиции, которые Польша сейчас вынуждена делать в киевский режим. Абсолютно. То есть я вот вижу, когда мы говорим, так сказать, о газе, я вижу вот это вот, да, потому что там есть многие другие аспекты, которые выходят за рамки нашей темы, там, ну, там BlackRock, так, стоимость там всяких активов, там, полезных, бог с ними. Так вот, в этой ситуации, когда мы понимаем, да, что идет четкая линия на то, чтобы отказаться от поставок нашего газа и заместить их альтернативными поставками на тот период, пока, соответственно, органическое топливо в рамках этой политической линии, этого Европейского Союза, или того, который придет к нему на смену, да, будет сохраняться, потому что, ну, я достаточно хорошо знаю, что такое европейская бюрократия, да? Я потому что, ну, мало того, что действительно давно занимаюсь этими вопросами, я 6 лет проработал, соответственно, в Брюсселе бок о бок, соответственно, с европейскими нашими, значит, коллегами тогда, да, работая в специализированной энергетической организации, да, и я достаточно хорошо знаю, так сказать, как она хорошо работает, хорошо знаю ее эффективность. Я в качестве примера могу привести такую вещь. Была такая известная программа 20-20-20, да, которая должна была к 2020 году сократить, соответственно, там выброс СО2 на 20%, повысить энергоэффективность на 20%, ну и так далее, да, доля возобновляемых источников энергии 220%, да. И у нас очень много было дискуссий в середине десятилетия, вот, 10-е годы, там, 15-16 год, когда уже видно, что 20-й год он не за горами, и непонятно, выйдут они на 20-20-20, или там будет 17-18-19, да. И я поневоле, за что меня, кстати, здесь иногда, мягко скажем, критиковали, а жестко скажу, иногда некоторые люди не любили. Я говорил, ребят, вы не то обсуждаете. Значит, я вижу, что европейская вот эта бюрократическая машина, да, пусть тяжело, перемалывая неугодных, что всегда замедляет темп, да, пусть с издержками, но задача поставлена, и она движется в этом направлении. И они достигнут этой цели, пусть не в 2020 году по всем параметрам, а пусть в 2021, но эта цель будет достигнута. Возвращаясь к тому, когда вы сказали, в 2027 ли или не в 2027 они это дело обнулят. И поскольку очень тяжело развернуть огромную инерционную машину в обратную сторону, да, а уж тем более на реверс, да, развернуть на 180 градусов, ну, не в терминологии, конечно, гражданки Бербок, для которой разворот, соответственно, это 360 градусов, да, очень тяжело ее скорректировать. Поэтому даже если через 5 лет придет новая Еврокомиссия, которая будет гораздо более трезвомыслящей, ну, в моей системе терминов, да, чем госпожа Бербок и же, соответственно, с ней, потому что под себя же подбирает команду, да, то это означает, что все равно в течение какого-то количества времени, да, вот эта вот линия сохранения отказа от российских энергоресурсов, зеленая повестка, так сказать, и прочее, они будут сохраняться. То есть это означает, что мы говорим об ограниченном окошке возможностей, которые у нас есть для поставок в Европу, да, к сожалению, да, при том, что техническая инфраструктура для замены нашего газа, да, она создается и расширяется. И поэтому разговоры о том, можно ли поставить нероссийский газ через российскую систему в, значит, Европейский Союз, это разговор о том, что мы ищем, как сохранить выгоду для транзитной страны и для стран-потребителей, да,
А нам-то это вот в нынешних условиях, да, нам это надо или нет? Это уже нравственный аспект. Для Украины действительно эта жизнь необходима. Я, значит, вот говорил, что скажу, почему. Мало кто об этом опять-таки знает. Я писал об этом, говорил об этом, вот это было не принято говорить, потому что там возникают там всякие разные вопросы. Но что такое транзит нашего газа через Украину? Мы сегодня, последние 5 лет, значит, когда заключили значит, пакетное соглашение в 2019 году, одним из элементов которого был транзитный контракт, который говорит о том, что платится транзитный тариф не за фактически прокачанный газ, на фактическую протяженность его прокачки по транзитному пути, а за те зарезервированные мощности, которые мы в соответствии с этим договором, да, зафиксировали, да, еще в документе правоустанавливающем 2019 года на каждый из годов пятилетки. Да, 65 миллиардов кубических метров 2000, да, и дальше 1, 2, 3, 4 по, соответственно, 40 миллиардов кубических метров. Но на практике-то Украина не качает сегодня эти 40 миллиардов кубических метров. Оставляем в стороне то, что у нас было 2 пункта входа, да, Сохрановка и Суджа, да, она отказалась в Сохрановке у нас газ принимать. Да. Сам принцип. Газ вошел на Украину. Сам принцип. И... Газ вошел на Украину, а дальше начинается очень интересное. Молекула газа, вошедшая на Украину, да, она не качается на все 1200 километров. Платим мы за то, что она якобы прокачивается все 1200 километров, и якобы оператор газотранспортной системы Украины совершает работу по транспортировке газа, вот этой конкретной молекулы там, или конкретного объема, на все 1200 километров, а дело происходит вовсе даже не так. Из этой транзитной трубы газ забирается в центральных и восточных районах, где основная промышленная нагрузка. По всем газоотводам, которых теперь уже там есть довольно много, а компенсируются эти объемы, да, из тех самых подземных газохранилищ на западе Украины. То есть операторы газотранспортной системы Украины, которая является государственной компанией, Сиречь Украина как государство, получают завышенные, да, поскольку за невыполненную работу, завышенную сумму транзитных платежей. Завышенную, потому что принцип работает «качай или плати». Причем я четко совершенно могу утверждать, что «Газпром», он категорически все время возражал против этого принципа. Но в последние дни декабря 2019 года приехала высокопоставленная российская делегация во главе с Козаком, ну, можно говорить, что это тогда лихим кавалерийским наскоком, да, принималось пакетное соглашение. Пакетные соглашения никогда не бывают оптимальными по всем параметрам. Пакетные соглашения никогда не максимизируют выгоду, они всегда минимизируют ущербы. И в данной ситуации важнее, видимо, было избежать там различных арбитражей и так далее и тому подобное. И, соответственно, кто-то всегда оказывается не то что жертвой, да, не полностью получает то, что он хотел. Поэтому вот это вот положение «бери или плати» это, видимо, была та самая уступка, да, наверное, без которой этого пакета быть, соответственно, не могло. Да? И оставим, соответственно, это то, как оно, соответственно, произошло, да? Несмотря на вот возражения «Газпрома». То есть получается, что мы, во-первых, платим за мощности, которые зарезервировали, да? Нам только часть этих мощностей дают использовать, да? И поэтому мы сейчас там судимся уже, значит, в швейцарском, по-моему, это дело, арбитраже за то, что с нас требуют, значит, оплату транзитных платежей за тот газ, который должен был входить через Сохрановку, но нас же в эту Сохрановку не пускают, да? Но по тому газу, который идет, мы все равно платим плату за транзит больше, чем реальная работа по транспортировке газа, которую совершает оператор газотранспортной системы Украины. А здесь я могу сказать следующую вещь. Поскольку я работал, вот я говорю, 6 лет в Брюсселе, в организации, которая называется «Энергетическая хартия», значит, я был зам генерального секретаря секретариата «Энергетической хартии», и значительную часть этого времени мы занимались тем, что мы пытались свести воедино те противоречия, которые существовали между Российской Федерацией и Европейским Союзом по вопросам либо самого договора, по статье 7 «Транзит» основные были проблемы, и по проекту транзитного протокола, так называемого. Да? То есть пытались конкретизировать вопросы с осуществлением транзита вот в меняющихся условиях. И договорились со всеми странами, где в том числе Украина была одним из участников, да, нам не удалось этот договор подписать из-за того, что там была одна политическая, соответственно, значит, статья, которая касалась внутренних дел Европейского Союза, но которая убивала, соответственно, все как бы напрочь, да, поэтому мы до этого дела не довели до конца. Но то, что нам удалось, соответственно, согласовать, да, другие статьи, в частности, статью, которая говорила о том, что плата за транзит отражает реально выполненную работу. То есть это издержки по осуществлению транспортировки плюс приемлемые нормы прибыли.
То есть вот то, что мы сегодня платим, соответственно, за транзит, да, это то, что противоречит той позиции Украины, которую она подписала, согласовала, там договорились там, на уровне, так сказать, рабочем. Вот тогда еще, соответственно, это был 2000, дай бог памяти, 7 год, да. Поэтому с этой точки зрения вот это очень важно понимать, что этот транзит, он в первую очередь нужен самой Украине. Потому что без этого транзита система просто рухнет. И это очень хорошо понимает Алиев. Алиев об этом совершенно четко, однозначно сказал. Да, ну, все же пытаются быть миротворцами, да, когда люди со стороны, да, что да, мы готовы в этом отношении, так сказать, поддержать наших там партнеров и так далее. Европейский Союз называет, значит, Азербайджан, что вот он действительно, так сказать, обеспечивает им там энергобезопасность и прочее. Они, типа, основа энергобезопасности Европейского Союза, не мы, да, а они, да. Вот это в одно их месторождение, Шах-Денис, да, на одной этой, так сказать, трубе, вот длинной кишке, южный газовый коридор, да, 3500 километров, где проблемы могут возникать гораздо чаще, чем, скажем, на норвежском газе, да. Вот. И с этой точки зрения Алиев, да, он видит, да, что в данной ситуации закончится транзит, все дело рухнет, да, на Украине, да. То есть они просто столкнутся с реальными физическими проблемами. Отсюда мне кажется, да, что вот если Алиев прав, и если идут сегодня разговоры о том, что азербайджанский газ собирается, значит, как-то заместить, значит, российский газ вот в этой транзитной трубе, я еще раз задаю вопрос о нравственной стороне, да, этой проблемы. А нам это надо или нет? То, что технически это можно сделать, не проблема. Это своповые так называемые сделки. Мы заключаем соглашение якобы о поставках газа в Азербайджан на русско-российской границе. Они заключают такое же соглашение зеркальное. И газ меняет флаг, и это становится уже азербайджанский газ. Но никуда вы не денетесь, соответственно, от межоператорского соглашения, которое нужно будет заключать новое, соответственно, между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины, несмотря на запрет украинской стороны, на запрет Зеленского вести какие-либо переговоры с россиянами. И в любом случае это будет пакет документов, да, которые могут работать только в совокупности. Пакет документов, своповая сделка, наш газ, соответственно, с Азербайджаном, да, новый договор о поставках азербайджанского газа на Украину и так далее. То есть все это вот та самая нравственная сторона. Физические молекулы не могут, азербайджанские, казахстанские, исходя из того, что мы говорим, что наша система, да, это вот бассейн, да, вы не можете прокачать эти, значит, молекулы на российско-украинскую границу, да, это нужно освобождать, соответственно, трубу под это дело, да, ну, это нонсенс. Надо газ на это иметь, чтобы прокачивать, ну да ладно. Газа у них, соответственно, нет, это совершенно понятно, потому что если, соответственно, у них был газ, то, я думаю, вот трубу, этот самый Адриатический трубопровод, где есть, ну, это так, значит, есть 3 трубы, соответственно, которые идут от Азербайджана в Европу. Это Южно-Кавказский газопровод, который идет от Баку, там, через территорию, соответственно, Грузии на грузинско-турецкую границу. Затем есть так называемый трансанталийский трубопровод, это который пересекает всю Грузию, уходит, соответственно, европейский берег, значит, Турции, и оттуда через Грецию, Албанию, вот в Бриндизе, да, в этот каблучок идет так называемый трансадриатический трубопровод. Трансадриатический трубопровод имеет сегодня мощность 10 миллиардов кубических метров. С опцией, да, там регуляторно все это согласовано, повышение его до 20. Для того, чтобы его повысить до 20, нужны не так много компонентов. Первое. Нужен газ, которого сегодня у Азербайджана нет. Решение вопроса есть. Это, соответственно, газ Туркменистана, но он находится на другом пути, на другом берегу Каспийского моря. Решение этого вопроса тоже есть. Транскаспийский газопровод. Но, к сожалению, да, 20 уже с лишним лет шли дискуссии об этом транскаспийском газопроводе, да, которые по разным, соответственно, причинам, да, успехом не завенчались. Сейчас, соответственно, этот газопровод, соответственно, все разговоры по нему заморозили, да, поэтому сегодня, даже если снова эти разговоры поднимать, то для того, чтобы, соответственно, этот туркменский газ, если даже он там есть, ну, в Туркмении газа довольно много, хватит и на Китай, соответственно, и, соответственно, сюда найти 10 миллиардов кубических метров, наверное, много, можно, да, но для этого потребуется, соответственно, возобновлять тогда идею Каспийского газопровода. А что означает любая идея нового инвестиционного проекта? Деньги. Где деньги, Зин? И вот тут возникает... И в соответствии с соглашением транскаспийских государств, согласие всех остальных. Даже если все это... А мы знаем, как Россия и Иран трепетно относятся к Каспийскому осетру. Это мы знаем, я говорю, даже если убрать все вот эти вот проблемы, если предположить, что они будут решены, потому что, насколько я понимаю, изначально именно эта проблема была, которая заблокировала возможности его реализации, но вот здесь я могу ошибиться. По-моему, да, сейчас уже достигнута договоренность о том, я не даю стопроцентную гарантию об этом, но, по-моему, теперь уже нужно согласие, да, только, соответственно, вот прилегающих государств, приграничных, да, то есть если это идет Туркменистан и, соответственно, Азербайджан, да, то это только, соответственно, возможно, должно быть согласие их. Может быть, я ошибаюсь, но даже если предположить, что эти проблемы решены, тогда есть другая проблема, которая не может быть решена. Это проблема, где деньги, Зин.
Потому что никто не будет финансировать проект, который очевидно ориентирован на поставки газа в Европу, когда Европа говорит, возвращаемся к тому, с чего начали, 27-й год. То есть фактически нужно сегодня вкладывать деньги в реализацию инвестиционного проекта, реализация которого, доведение его до, соответственно, завершения строительства потребует точно больше 2 лет. То есть вы его построите тогда, когда, соответственно, значит, во-первых, Европейский Союз сказал, что, значит, России газ нам не нужен. То есть вы не успеете заместить, да, прекращение поставок российского газа. Но при этом вы будете строить трубопровод, срок окупаемости которого срок достаточно большой, потому что срок жизни у него, да, и, как правило, амортизация, там, даже при ускорении амортизации, это лет 30, да, а ставятся, соответственно, гораздо более жесткие сроки, там, к 30-му году там чуть ли не избавиться от газа. И это, соответственно, момент второй. Поэтому вы не найдете ни финансовые институты, учитывая то, что в 2019 году Европейский инвестиционный банк, это основной финансовый институт Европейского Союза по поддержке капиталоемких инвестиционных проектов, потому что Европейский банк входит туда либо как кредитор, либо как акционер, либо там как гарантии дает там и так далее, показывая тем самым приверженность Европейского Союза как целостной системы государств в поддержке того или другого проекта. В 2019 году было принято решение Европейского инвестиционного банка, что с 2022 года, да, он не участвует ни в каких проектах инфраструктурных, в частности, которые касаются нефти и газа. То есть это де-факто запрет на участие в финансировании этих проектов. Да? То есть тем самым дается четкий сигнал со стороны Европейского Союза, что мы эти проекты не поддерживаем. Какой инвестор частный понесет деньги сюда, да? Мы знаем историю с таким проектом Набуко, да? Это была история, когда еще не было отказа от газа, который там начинался проект там в 2011 году, да? Когда, соответственно, все еще было хорошо, и газ тогда считался вообще топливом будущего. Был там известный прогноз такой большой международного энергетического агентства, который говорил о том, вот, что будет это мир, соответственно, газа. И не смогли реализовать этот проект Набуко по одной простой причине. Я очень хорошо помню свои дискуссии регулярные, ежегодные. В Вене в конце января проводилась до 2022 года ежегодная Европейская газовая конференция. И там был очень такой толковый человек, у меня с ним были очень хорошие отношения, ну, естественно, все было до и после, да, до февраля и после февраля. Такой Рейнхард Мишек, да, это был вице-президент компании ОМВ, который был, значит, австрийской компании, который был назначен гендиректором вот этого проекта Набуко, консорциума Набуко. А идея Набуко — это фактически то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Объединить газовые ресурсы Азербайджана и Туркменистана. Причем основные ресурсы — это ресурсы Туркменистана, потому что это кратно больше, чем в Азербайджане. Через транскаспийский газопровод поставить их в Азербайджан, дальше через вот этот маршрут, который сейчас называется Южный газовый коридор, да, только другой мощности, через Грузию выйти, Азербайджан, Грузию выйти на Турцию, дальше через Турцию выйти на восточный берег Турции, да, то есть на восточный берег, значит, Босфора, Дарданелл, да, и идти дальше не в Италию, не на юг Италии, а идти де-факто по трассе нашего нынешнего сегодня Балканского коридора, да, на север, на Баумгартен. То есть идея была уже тогда обойти, соответственно, наш украинский коридор, да, создать альтернативный канал поставок, но туда, где потом поставки начинают в Европейский Союз раздваиваться. Да? То есть обойти де-факто Россию, Украину и, соответственно, Словакию, да? Потому что Баумгартен находится на словацко-австрийской границе. Потом, соответственно, концепция немножко адаптировалась, половина мощностей на, соответственно, Баумгартен, половина на Тарвизио, то есть сразу на Италию, только через север, а дальше там из Баумгартена идет это все там в Чехию, Германию, Францию и так далее. И почему не смогли реализовать этот проект? Потому что каждый год я спрашивал, значит, Рейнхарда: Рейнхард, сколько в этом году, за прошедший год, вам удалось подписать юридически обязательных контрактов с потенциальными грузоотправителями? Перевожу, соответственно, на, значит, понятный язык для зрителей. Значит, Европейская комиссия вот в этом вот газопроводе, мощность которого должна была быть не на сегодня, значит, вот трансанатолийский, там у него 16 миллиардов кубических метров, да, 6 потребляется в самой Турции, 10 идет, соответственно, на Италию. А у Набуко должна была быть там от 26 до 32, да? По регулированию Европейского Союза было разрешено спонсорам проекта, то есть акционерам проекта, там ОМВ были, ряд там других было компаний, да, зарезервировать для себя только 50% мощностей, а под 50% мощностей, то есть под 15 миллиардов, скажем так, кубических метров газа в год, нужно было найти тех независимых грузоотправителей, которые готовы были закупить газ там и продать газ, соответственно, там, в другом конце. И в течение, я думаю, лет, наверное, 7, пока вот это длилась история, да, потому что первая, значит, газовая конференция была, на которую попал, была в 2008 году, а где-то, я помню, так года, наверное, до 14 до 15 я так регулярно Рейнхард нам спрашивал, сколько на сей раз вы смогли заключить этих контрактов? Он говорит, мы ведем переговоры там и так далее.
Но они не могли набрать в течение нескольких лет, да, вот эти самые юридически обязательные контракты с грузоотправителями. Почему? Потому что было видно тогда, что уже идет либерализация в Европейском Союзе рынка, запрет постепенный, сначала неформальный, да, потом все более и более формализованный. Сейчас он формализовался уже, запрет на долгосрочные контракты. Да, запрет на долгосрочные контракты. Но долгосрочные контракты были нужны оператору или собственнику вот этого строительства газопровода. Для чего? Для того, чтобы они могли просчитать тот объем транзитных платежей, точнее платы за поставки, да, за транзит, транспортировку газа, которые они соберут с грузоотправителей, для того, чтобы под эти контракты они могли в банковском сообществе, финансовом сообществе поднять проектное финансирование на строительство этого провода. Ну и самим для себя понимать, когда инвестиции вернутся. Да, потому что никогда не строится ничего из собственных денег. Средние пропорции обычно всегда в таких инфраструктурных объектов 30% примерно дают деньги, это дают спонсоры, собственника процента, 70% это, соответственно, внешнее долговое заемное финансирование. Но никакие банки не дадут, соответственно, деньги, пока они не увидят реально, когда они окупятся. Для того, чтобы окупиться, нужно понимать, что у вас есть, скажем, на там какое-то количество времени, да, больше, чем срок окупаемости инвестиций, долгосрочные контракты, когда у вас есть гарантированный поставщик этого газа, грузоотправитель, да, через эту трубу, который будет по ней газ поставлять и будет платить вам транзитные тарифы. Для этого грузоотправителю нужно иметь не только ресурсную базу здесь, но нужно иметь гарантированных потребителей там, которые готовы были подписаться на это дело. Не менее долгосрочно. Не менее долгосрочно. А это наталкивается на то, что вот эта либерализация европейского рынка газа это де-факто убивало. Поэтому вот этот комплекс весь причин, он убил Набуко. И этот же комплекс причин, который остался в силе и даже усилился, да, он категорически убьет любые разговоры о возможности расширения южного газового коридора для того, чтобы поставить азербайджанский газ, независимо от того, в компенсацию или поставок сегодня российского газа через Украину, который заканчивается в 2025 году и должны будут обнулиться в 2027 году. Поэтому не успеть это сделать ни до конца 2025 года, ни тем более там, до конца 2027 года, то есть не успеть до 2027 года и не успеть это вообще сделать в принципе. Потому что вся политика Европейского Союза заточена на уход не только от российского газа, но и от газа, соответственно, вообще. Поэтому ископаемого топлива, как они заявили. Вот. Это вы даже берете еще шире, но просто мы говорим, поскольку о газе, я говорю пока только о нем. Поэтому получается, и даже Алиев, по-моему, где-то сказал, только не помню, 20 июля или 6 сентября, он об этом сказал. Ну, переводя на простой, значит, такой шершавый язык плаката «Окон роста», что типа нас за дураков, что ли, держит, да? Потому что первым об этом сказал 13 же июня, да, вот этот советник, который совершенно правильно сказал, советник Алиева. Он говорит, хорошо, нас призывают, да, построить, но при этом финансирование нам не готовы под это дело представить, да, нам не говорят, соответственно, какие там обязательства принимающей стороны с точки зрения там контрактов. То есть может получиться так, что мы это дело построим, а нам скажут, типа, все, ребята, а нам так газ как бы и не нужен, да. Алиев по этому поводу высказался даже немножко более жестко. Поэтому я прекрасно понимаю, что сегодня вот эта ситуация, да, когда говорят о замене значит, российских молекул на молекулы российские же, но под азербайджанским флагом, это вариант не альтернативных поставок. Потому что даже если теоретически предположить, да, что пошли альтернативные поставки азербайджанского газа, да, через Южный транспортный коридор, они пойдут через расширение ТАП на Италию. Они не спасут газотранспортную систему Украины, потому что даже если вы выходите на газотранспортную систему Украины, вам нужны дополнительные затраты, какие? На реверс трансбалканского газопровода, по которому поставляли газ в Турцию. Это дополнительные деньги, да? И тогда этот самый реверс трансбалканского газопровода, он вас приводит, соответственно, в Украину, но он вас приводит не туда, в эти районы, да, на севере и на востоке, да, Украины, он вас приводит там в центр Украины, где вот идет раздвоение, да, этой газотранспортной системы. То есть это все равно не решает всех логистических проблем Украины, которые ей нужны для того, чтобы сохранить газоснабжение центральных восточных регионов. То есть, грубо говоря, сейчас компрессорная станция настроена в направлении с востока на запад. А надо ее... Если они перестают работать, давления нет, центральные регионы Украины остаются без газа. Абсолютно. Давление надо держать, значит, все компрессорные станции надо развернуть в обратном направлении. Абсолютно. Сколько времени это займет? Абсолютно. Потому что это инвестиционный проект, что такое развернуть в обратном направлении? Это не то, что там компрессор поменять. Это строится обводка, да, ставятся там заглушки и так далее, это меняются потоки. Но все равно, это время, это деньги. Потому что на то, чтобы сделать это на западных границах, там потребовалось, там, не знаю, там 2-3 года и так далее, при максимальной поддержке Европейского Союза и при максимальной вот этой самой приверженности Клауса Дитера Борхарда, да, вот этому проекту. Это был для него один из таких флагманских, соответственно, проектов. А сейчас флагманский проект Урсулы фон дер Ляйен все зеленое.
Ну, Андрей Александрович, я не знаю, как вам, мне кажется, что вот все, что касается того направления, которое обозначил наш верховный главнокомандующий еще в апреле 2022 года, южное и восточное, они для России намного интереснее, намного перспективнее, но только в том случае, если мы сумеем наладить с ними отношения, которые выгодны и нам, и им. Согласен с вами, и я думаю, что эффективность выстраивания взаимоотношений с ним будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно мы завершим на западном направлении, да, вот эту самую войну, ведущуюся против нас. Потому что там, на Востоке, я думаю, на нас будут в значительной степени смотреть либо как на победителя, и тогда это даст дополнительный импульс выстраиванию наших взаимовыгодных отношений на новой основе, либо здесь я поставлю многоточие. Ну, я очень надеюсь, что слова, которые недавно произнес президент Казахстана в адрес канцлера Германии, будут оправданы. Всем спасибо за внимание. Не забывайте, что мы открыты не только для ваших комментариев, замечаний, положений, пожеланий. Есть электронная почта, пишите. Я думаю, что начатый диалог нужно делать более активным. Мы мало обращали внимания, к сожалению, на это направление предыдущие годы, но теперь вот настало время думать.